Давайте спокойно поговорим о начале 2026 года, не как о годе, начавшемся с оглушительного сценического шоу, а скорее как о тихом репетиционном зале, месте, где Тэхён и Чингук снова стояли перед зеркалом в полный рост, деревянным полом и музыкой, которая играла так часто, что уже не казалась привычной. Ни камер, ни персонала, слоняющегося вокруг. Только они двое, и привычка, слишком знакомая, чтобы быть случайной. Репетиция началась без лишних церемоний. Чингук включил музыку. Умеренно. Тэхён стоял чуть в стороне, разминая плечи и изучая их отражение в зеркале. Наступила короткая пауза, не из-за нерешительности, а потому что они оба, казалось, ждали одного и того же момента, не считая. Когда заиграла музыка, их тела двигались почти синхронно. Тэхён танцевал по-своему, плавно, но целенаправленно. Его движения были неторопливыми, но наполненными эмоциями, словно каждый шаг хранил историю, которую не нужно было рассказывать. Чингук, напротив, был сосредоточен и точен. Каждый отсчет был четким, каждый переход выполнялся со спокойной уверенностью. Интересно было не их сходство, а то, как их различия дополняли друг друга. Бывали моменты, когда Чингук делал первую паузу. Он смотрел в зеркало, затем бросал взгляд на Тэхёна. Никаких длинных инструкций. Всего одна короткая фраза, произнесенная тихо. «Эта часть, повтори отсюда». Тэхён кивнул. Никаких возражений. Никаких обсуждений. Они повторили это снова. Именно в таких упражнениях их связь была наиболее ощутима, не через явные прикосновения или показные взаимодействия, а через молчаливую синхронизацию. Чингук знал, когда вести, а Тэхён знал, когда следовать, и затем они по очереди выполняли движения, не нуждаясь в подсказках. Иногда Тэхён останавливался первым, садясь на пол, прислонившись спиной к стене. Чингук оставался стоять, делая глоток воды. Его взгляд все еще был прикован к зеркалу. Через несколько секунд, не поднимая глаз, он сказал: «Ты только что видел ту часть моего плеча». Тэхён слегка улыбнулся. «Да, видел». Именно такие мелочи говорили громче всего. Никто не обращал на это особого внимания, кроме того, кто действительно присутствовал. Репетиция продолжалась, пока их дыхание не стало прерывистым. Пот стекал на пол. Музыка остановилась. В комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком медленных шагов и все еще тяжелого дыхания. Чингук сидел на полу, телефон лежал рядом, нетронутый, неоткрытый. На данный момент он был полностью в комнате. Тэхён стоял у окна, на мгновение выглянул наружу, а затем снова посмотрел на Чингука. Не было никаких серьезных разговоров, никаких планов, обсуждавшихся вслух. Но было общее понимание, что эти репетиции – это не просто заучивание хореографии. Это перестройка. Начало 2026 года казалось моментом, когда они больше не танцуют, чтобы что-то доказать. Они танцевали, потому что это был их самый искренний язык. Язык, которым они пользовались годами, даже когда слова казались слишком тяжелыми. Когда они встали и снова включили музыку, их тела двигались в ритме, который становился все более и более слаженным. Не идеально, не стремясь к совершенству, но по-настоящему. И в этом заключалась суть всего. То, что происходило между Тэхёном и Чингуком на этих репетициях, не было чем-то, что создавалось для всеобщего обозрения. Это была рутина, которая медленно развивалась. Из привычки тренироваться вместе, из времени, проведенного без плана, из комфортной тишины. Когда они находились в одной комнате, энергия была другой. Им не нужно было смотреть друг на друга, чтобы понять, когда двигаться. Одной небольшой паузы, одного вдоха было достаточно, чтобы другой смог адаптироваться. И, возможно, именно поэтому для тех, кто наблюдает издалека, каждый раз,
Когда Тэхён и Чингук появятся вместе на сцене в будущем, это будет казаться неописуемым. Потому что то, что они видят, это не просто результат репетиции. Это связь, выкованная в тишине, повторении и доверии. Начало 2026 года – это не о больших прорывах. Это о фундаменте. О двух людях, вернувшихся в репетиционный зал, решивших двигаться вместе снова и снова, пока их тело не вспомнит то, что всегда знали их сердце. И с этого все начинается. Репетиции не прекратились в первый день. Начало 2026 года постепенно установило свой собственный ритм. Не через рекламные календари или публичное расписание, а через повторяющиеся часы в одном и том же репетиционном зале. Двери открывались по заученным кодам, свет включался без спроса, и музыка играла на той же громкости, как будто они договорились обо всем этом еще до того, как было произнесено хоть слово. Последующие дни становились тише, но и более значимыми. Однажды утром Тэхён пришел рано. Его волосы были еще слегка влажными, куртка небрежно висела на стуле. Он стоял перед зеркалом, медленно, почти разговаривая со своим отражением, пробуя какие-то движения. Его движения не были сразу отрепетированы. Скорее, он искал нужное чувство, эмоцию, которую хотел передать своему телу в этот день. Через несколько минут дверь открылась. Чингук тихо вошел. Он увидел Тэхёна в зеркале, не сразу поздоровался с ним, лишь слегка кивнул. Тэхён заметил это в отражении и ответил тем же кивком. Этого было достаточно. Никаких вопросов, никаких пустых разговоров. Они мгновенно нашли общий язык. Когда заиграла музыка, Чингук занял место позади Тэхёна. На этот раз он позволил Тэхёну начать. Он наблюдал не как зритель, а как тот, кто действительно хотел понять. Как плечи Тэхёна опускались на определенном счете. Как его руки задерживались на полсекунды дольше, чем следовало. Как его дыхание влияло на темп. Когда Чингук наконец присоединился, он не копировал. Он подстраивался. И вот тут произошло нечто тонкое, но важное. Их движения начали заполнять ранее пустое пространство. Чингук обеспечивал структуру. Тэхён добавлял красок. Если один двигался слишком быстро, другой сдерживался. Если один двигался слишком тихо, другой заявлял о себе. Дело было не в том, кто доминирует, а в том, как они создавали баланс, который мог возникнуть только из доверия. Бывали дни, когда репетиции проходили гладко. Бывали дни, когда они делали паузы чаще. Однажды днем Чингук тяжело вздохнул и остановил музыку. Он потер лицо и молча сел на пол. Тэхён стоял рядом, наблюдая, а затем тоже сел, не слишком близко, не слишком далеко. Прошло несколько секунд. «Я чувствую пустоту здесь», — наконец сказал Чингук, указывая на свою грудь. Тэхён не ответил сразу. Он посмотрел на пол, а затем тихо сказал: «Может быть, пока не думай об этом. Просто двигайся. Чувство придет». Чингук слегка улыбнулся. Он знал, что это не технический ответ. Но это был тот ответ, который ему был нужен. Они попробовали снова. И на этот раз что-то изменилось. И, возможно, когда однажды сцена снова загорится, и мир увидит эту идеально выверенную хореографию, люди попытаются проанализировать ее. Они будут искать техники, концепции или скрытые смыслы. Но только Тэхён и Чингук знали правду, что все началось в тихом репетиционном зале. Ранним утром без предупреждения. Ночами, когда усталость только делала их честнее. Начало 2026 года было не о возвращении. Оно было о возвращении друг к другу, в движении, в ритме, в той же тишине. И на этом фундаменте будет прочно стоять все, что последует дальше.